Реставрация за 2 секунды называется. Самый недорогой стульчик здесь за 24 евро. Как меняется мебель, согласна? Этот чехол стоит 90 евро. Он будет сейчас испытание. Понравились мне вот эти вот Сваровски. 300 евро. Здравствуйте, мои хорошие Терри вам всем из Эстонии, из Таллина. Меня зовут Яна. И давно у нас не было с вами таких вот обычных влогов. Все время какая-то беготня, какие-то мероприятия. Все, возвращаемся в строй нашего обычного формата. День начался, с чего у меня начался день? День начался с кружечкой кофе. И после чего я пошла к глазному. Глазной у меня здесь недалеко. На проверку я хотела, что я ничего не вижу. Ничего не вижу. Вдаль как-то хуже, вблизи нормально. В общем, думала, что может какие-то изменения или что, знаете, возраст, все это. В общем, прошла я все эти контроли абсолютно здорово. А если я хочу вдаль видеть лучше, просто посильнее сделать еще одни очки. Ничего, в общем, короче, криминального нет. Так что сегодня с вами поедем в оптику, посмотрим, повыбираем очки. Пусть будут еще одни. Как будто вот мне вдаль хочется на сцене. Вот мне кажется, я как-то хотела бы почетче видеть. Ну, пусть вторые будут. Главное здоровье. Здоровье. Никаких там, я там, знаете, думала, катаракта, глаукома, там еще что-то. Глазное дно, там, давление. Все проверяли. Кололи, щекотали чем-то. Светили лампочками в глаз. Вот. Рецепт они не выписывают на очки, и это делает оптометрист в обычной оптике. Вот. Я поеду в свою, мне нравится, там мы и Кристине там заказывали, все это, по-моему, я не помню, есть оптик. Вот. И потом, сегодня у меня еще в планах заехать в одно местечко, показать вам то, что вы спрашивали. Когда я была на выставке дизайна интерьера, очень многих людей заинтересовали чехлы на мебель, на кресло, там вот, да, я вам показывала. Вот. И я обещала, что я узнаю, где они, что находятся, цены и все. И вот сегодня я планирую туда заехать, вот в оптику, потом туда. Так что вы со мной. Сегодня у нас с вами вот так. К глазному сходили, теперь пойдем с вами в оптику. Вы везде со мной. Кто мне еще посоветует оправу, как не вы? Еще моя подружка муж посоветует. Он тоже посоветует. Хочется чего-то такого. И как я буду все видеть. Все ваши недостатки тоже. Не только вы мои будете видеть, когда я сделаю очки хорошие. И я ваши тоже увижу. Это я сослепу не видела. Мы приехали в Вилемисте. В Вилемисте здесь хорошие оптики. Здесь можно покопаться. Машин! Вы посмотрите, сколько тут машин. Чиф-чиф! Какой холод в Таллине, слушайте, холод собачий. Это Вилемисте центр. Кто хочет попкорна? В 2 человеческих роста. А вы любите попкорн, кстати, напишите мне. Я вот, например, не люблю попкорны. Сим-сим, откройся. И мы с вами в оптике. И сейчас будем выбирать. И явлюсь я перед вами коса-краса. Рамы примерно 100 евро минус 50%, 129 евро минус 50%, 170 минус 50%. Тут так. Покупаешь раму и стекла. Из чего-то самого дорогого берутся минус 50%. У меня всегда стекла дорогие, потому что я хочу ультра-тонкие. Минус у меня большой, курица я слепая. Поэтому 50% берется с минус со стекол. А так вот рамы 139, 239. Это я вам так. Сколько стоят рамы в Эстонии? Это только рамы, а стекла отдельно, конечно. А стекла стоят ого-го. Ну, в общем, да, понимаете.
И здесь еще есть, и по фирмам есть, по 200 евро, по 219 минус 50%. 180, 220. Мужские тоже покажу. Мужские тоже покажу. Тоже солнечные все. Вот здесь мужские. Тоже 220, 299, 269, минус 50%. Та же история, как и со стеклами. Или со стекол минус, или с рамы минус. Босс, Хуго минус 50%. Все, пошло выбирать. Круглые такие. Понравились мне вот эти вот Сваровски. 300 евро стоит рама, плюс, ну, наверное, столько же будут эти стекла. В общем, мерила я эти очки, пока не определилась, не знаю. Сейчас немножко здесь посидим в кафе, и я поеду дальше думать. Мне надо думать. Так не могу сразу. Знаете, куда мы сейчас попьем кофейку и поедем вот в это место, куда я вам обещала насчет чехлов для диванов, для кресел. Вот вы спрашивали. Мы находимся здесь не очень далеко, и сейчас с вами съездим туда. А про очки я буду думать. А теперь о том, о чем просили вы насчет после видео о интерьере и дизайне 2025 года в синем павильоне в Таллине. Очень многих заинтересовали чехлы на мебель. Не нужно покупать и реставрировать, можно просто обыграть это с помощью чехла, который можно снять, постирать, который можно подобрать под любую мебель, интерьер, праздник даже, время года, я бы сказала. В общем, мы с вами на Петербурге Монте 90F. Вы спрашивали, где это находится. Петербурге Монте 90F. Здесь находится еще Omnipod, вот здесь. Я помню, там мы покупали для Кипра или для Мальты специальные розетки с разъемом, переходники. И здесь еще Бакинский дворик. Так, как бы нам с вами ни туда не зайти сейчас, нам нужно с вами прямиком вот в это здание. Пойдемте знакомиться с ценами и с этими чехлами поподробнее. Поднимаетесь на 3-й этаж, и вот 35-2 дверь. Сюда заходите спокойненько. Ищите 35. 35-2. Вот сюда. Вот время работы. Телефон и адрес. Так, то есть название, интернет-адрес, телефон сразу, потому что вот это были вопросы. Если кто сюда не хочет ехать, сейчас мы спросим, как сюда доехать. Я на машине была, она очень легко доехали. Ходит ли сюда транспорт и вот время, телефон. Остановите кадр, запишите. Давайте посмотрим, что тут. Это типа склада, я так понимаю. А раз типа склада, по нашему с вами опыту, значит, здесь не должно быть дорого. Помните, да? Заходишь, и сразу можно все шупать. Шупать. Так вот это все выглядит. Ой, сколько здесь всего. И вот первый же вот этот плакат, то, что мы видели с вами на выставке дизайна. Помните, да? Значит, на какие стулья, форма, размеры. Все это подходит. Это маркиз, видимо, снимался. Видите, какой это материал? Сюда не захочет кот лапы, чтобы когти застревали. Это, знаете, как будто как велюр или как бархат. Прелесть какая. В общем, на диваны, смотрите, размеры. И вот такие образцы тканей. Это все, так как сказать, картинки. А теперь давайте вживую. Вживую. Вот. Значит, смотрите, здесь есть образец дивана, сам диван. Все в наличии. Вот то, что здесь все в наличии, то и продается. И как это выглядит все на стульчиках тоже. А теперь давайте подробно. Мне лично нравится вот этот стульчик с этими завитушками.
Вот такой нравится. Ой, ну эти розочки. Вот эти розочки мне еще понравились там. Знаете, в какой-нибудь девичью комнату. Вот даже к Кристине вот в комнату какие-нибудь однотонные белая тюль. Знаете, сейчас как вот эти все стенки идут под покраску. Это у меня у балды обои с какими-то цветочками. Что я так туда наклеила, я не знаю. Но вот если бы такой под покраску, знаете, стены светлые, такой вот с розочками, чехол на диван. Представляете, как это вот светло, нежно, так, и его можно менять. Так, вот сейчас мы с вами про цены поговорим, про все. Просто вам покажу, как бы. Это такое не марка больше. И диваны. Диваны, вот здесь разные-разные образцы. Тоже можно в розочках. Кстати, смотрите, как классно получается. А, он еще и на колесиках, на такой стул можно. То есть вы сделаете себе такой диванчик, да, в розочках. Зачем мне эти розочки-то запали, а? А, весна. Вот, и такой же стульчик. Я вот про Кристину комнату, про любую девичью даже, да? Девочка, девушка. А я бы сама себе такой хотела. На стул около письменного стола, кстати, на колесиках, да, вот так. И чехол на диван. Так, а мне нравится. Вот вам какой нравится? Смотрите, какие. Какой вам нравится, напишите мне. Мне нравится вот этот бордо. А знаете почему? Здесь можно сидеть, наверное. Потому что это в цвет вина. Уселся на диване, взял бокал бордо и сидишь себе. Да, и такое не будет драть кот. Не знаю, как собаки дерут или нет. У меня кот. Маркизу это не понравится, я думаю. Это очень хорошо. А еще мне нравится очень вот такой. Вот такой нравится, пестренький. Смотрите, какой. Как он интересно смотрится. Может, попросим с вами работников, чтобы нам поменяли бы здесь все. И про цены. Про цены рассказали. Давайте попросим. А можно про цены или что-нибудь здесь? Девушка, можно у вас спросить? Вот я бы на дачу, наверное, тоже бы хотела. У нас на даче это какой-то, представляете, какой-то шикарный вариант не только для квартиры, для дач. Мне кажется, даже в первую очередь для дачи. Эта вещь, так, я бы не сказала, что она на сезон, но на несколько сезонов, да, у вас постоянно так раз обтянул. Захотел желтенькую на дачу, захотел синенькую, захотел розочки. Производство это Италия. Смотрите, как с юбочкой. Я думаю, что там на коробках написано с юбкой. Это теперь понимаю, юбка. Мне вот это бордо нравится, до чего. И розочки нравятся, и вензеля, и полосочки. То есть в оригинале диван выглядит так, не очень презентабельно, согласитесь, да? И сейчас на наших глазах диван превращается в элегантную мебель. Посмотрите, как на глазах меняется с чего-то темного и старого. Перед нами прям буквально новый шикарный диванчик. И он очень хорошо тянется. Почему он тянется? Давайте посмотрим, что тут за такая интересная конструкция. То есть с обратной стороны он прострочен резинками. Видите, да? Очень эластичными резинками, поэтому он так. А я думала, что так хитро. Смотрите, как здорово. Светлая, красивая мебель, да? Вот эти, которые с узорами, потому что здесь меньше будет видно пятен. Кто, знаете, может капнуть, я могу. Да, вот этот очень хороший вариант. Он и пестренький, и стирать это все можно в машинке. И у вас опять все чистенькое, новенькое. Давайте поговорим о ценах. Вот этот чехол стоит 90 евро. Он 50% полиэстер, 50% хлопок. Это самый бюджетный вариант здесь вот для дивана. Стульчики, конечно, есть дешевле. Так, а вот попросила я одеть, может быть, давайте посмотрим, как розы будут смотреться. Я просто про Кристину на комнату на даче или дома. Как здесь вот хорошо, у них вот этот диван такой темный. И как это видно сразу. Смотрите, как легко одевается. Раз, и все. Смотрите, смотрите. Какой был только что, простите, страшненький диван, не хочу хозяйку обидеть. Но и как, да, превращается.
А теперь представьте, за окном щебечут птички, да? Как вот у нас сегодня, какой у нас сегодня мая, да? +5, ветер ласково треплет арматуру за окном. Да, ну вообще, в принципе, вот чирикают птички, там белочки бегают, я свою дачу представляю, а вы вместе со мной. И вот что такое прохладительное, или такой кофе, или какой-то стаканчик там с соком, да, с коктейлем, и в такой диванчик плюх. Вот это все, как сказать, в тему. На столе какая-нибудь клубника или там, не знаю, цветочки какие-то. Угу. Шикарно. Цену скажите, пожалуйста, сколько стоит этот чехол? 90. Тоже 90 евро, и он 50 на 50, Да, хлопок с полиэстером. Ну, шикардос. Так, а давайте на что-нибудь еще. Мне очень понравился цвет вина, извините. Я вот думаю, вот к камину, на дачу, может быть. У нас в Бордо диван, но как-то, мне кажется, вот если... Давайте попросим примерить вот этот. Вот этот, как будто капельку подороже, он чуть мягче. Микрофибра, вот этот мне нравится, цвет вина, наверное, потому что я кинзмараулю люблю, да. Этот очень хорошенький тоже, и на них не образуются катышки. Вот это очень важно. Уход легкий же, раз его не гладить, ничего, из машинки вынул, знаете, даже, мне кажется, полусырое, натянул и готово. Все. Бордо, ну это шикарно, ну это просто, понимаете, как будто это какой-то велюр или бархат. Но это для романтического чего-то. Ой, камин, она... Нет, это и домой красиво, не только на дачу. Как меняется мебель, согласны? Совершенно другой вид, да? Мне кажется, светлый все-таки лучше, но зато это не марка. Да, здорово. Это очень хороший вариант. И смотрите, как он прям этот диван повторяет его, этот кую, да? Как этот по-русски? Силуэт или как это? Да. Здорово. Так, и давайте сзади покажу вам по бокам, потому что вы скажете, что я там только в начале натянули. Нет, смотрите, это по бокам, а это сзади. Все, не то, что тут к стеночке прислонила, ничего не видно. Посреди комнаты может стоять, да, у кого какая-то мебель. Шикарно, не знаю, мне нравится. Ой, цвет какой. Стоит он 106 евро, это чуть-чуть дороже. Это микрофибра. 106 вот такой. А если еще на кресло такое же или на стульчик рядом на такой же? Пуфик. Комплект. Этот немножечко подороже, вот который мы пришли. Он такой, как велюр. Видите, да, как бархат, велюр. 140 евро вот такой этот на диван. Вот такие тоже на дачу, может куда-нибудь, да, песочный беж такой. Раз, и стульчик прикрыл. А стульчик-то, смотрите, какой старенький, простите. Старенький, дряхленький стульчик, а можно вот так вот, смотрите, раз. И у вас новый стул. И не стыдно. А вот этот на большое такое кресло огромное, 80 евро. Он прям совсем вот так вот велюр, как будто не скажешь вообще, что это на нем одето что-то. Еще один хочу попробовать. Вот мама меня тоже спрашивает, хочет что-то пестрое, светлое, беж. Вот сейчас посмотрим. Хорошо здесь можно примерить, никто вас не торопит, знаете. Здесь удобно быть. Смотрите, какое. Уютно, сразу уютно. Наверное, из-за того, что вот здесь вот этот рисунок, как этот вот выпирает так, уютненько. Сразу хочется с чем-то таким сесть на диванчик. И этот вот чехол 110 евро, и здесь 80% хлопка. Ну, это кому надо, я бы могла взять и подешевле. Какая разница. Смотрите, как классно. Прямо так вот. Знаете, как дизайнер пришел к вам так вот, натянул, вы зашли через 2 минуты в комнату, ее не узнали. Здорово. Можно так. Да, вот этот с вензелями хороший. Все можно примерить. Это очень удобно. Здесь мне почему-то представляется какая-то картина сзади на стене. И как будто 3D вот этот рисунок выпуклый. Господи, не могла слова придумать. Да, не знаю, мне очень нравится. Да, вот это еще один вариант. Давайте сзади вам покажу.
Итальянское это все, Италия. Смотрите, как сзади красиво. Вообще не придерешься. Да, это не только на даче, конечно, и дома тоже шикарно. Что вам понравилось больше из того, что сейчас здесь примеряли? Напишите мне. Будет сейчас испытание. Знаете, как вот садишься, и они вот скатываются или так в жопу собираются. Испытание. И полежать, и все. Знаете, очень это вот, уютненькое оно такое. Вставать отсюда неохота. А теперь встаем. Смотрите. Ничего не скукожилось, не измялось, не собралось в задницу, ничего. Даже в мою. Смотрите, как, да? Здорово. Смотрите, как будто я тут и не сидела. Так что, если вы хотите протестировать мужа, лежал ли он весь день на диване, у вас не получится. Потому что диван этот следов не оставляет. Чехол. Смотрите по стульчикам. Ко всем этим диванчикам можно еще стульчики. Стульчики не только на кухню, не только на кресло и не только на стул, который стул. Может быть, даже вот около компьютера, где мы сейчас все сидим, да, на вертушке вот на эти письменные столы, как угодно. В общем, везде, и на даче, где угодно, можно обновить стульчик. Вообще, как сказать, это реставрация за 2 секунды называется. Самый недорогой стульчик здесь за 24 евро. 24. Вот такого сиреневого, как сирень цвета. Ну, и потом немножечко подороже. Да, 27, 32. Ну, так вот, не сильно дороже. Но, в общем-то, от 24 евро вы можете быть сам себе дизайнер за 5 минут. Вот так. Шикарный вариант, по-моему. Для тех, кто не на машине, добраться сюда очень просто и легко. Автобус номер 50 и 35 идет до остановки Кули. Немножко пройти вперед, перейти Петербург, вот это Манте, это шоссе петербургское здание, которое я показывала вам в начале ролика. Вот 3-й этаж. И здесь вас ждут. Все подберут, все подскажут, все расскажут, продемонстрируют, примерите и себя даже примерите. К дивану, к стульчику или к чему-то. Очень хорошо здесь обслуживают и советы дают, какие надо. Все. Так что приезжайте. Тот, кто сюда, не хочет ехать, не может ехать, да, живет, может быть, не в Эстонии или не в Таллине, не обязательно сюда ехать. Перед вами адрес www.katte.ee. По интернету вы можете все это заказать. Вот по этому телефону вы можете позвонить, вам здесь все расскажут, подскажут. И все вот эти вот образцы мы сейчас с вами перещупали, то есть вы, в общем-то, имеете представление, да, вот так. Мы с вами, вы же через экран со мной щупали или нет? Щупали? Ну так пощупайте сейчас. Ну, щупайте. Так что по интернету можно заказать, и вам все доставят в любую скандинавскую страну. А вот такое место замечательное, мне понравилось. Иду в глубоких раздумьях. Что куда купить и что натянуть. На кухне стулья отвратительные. Мебель, все везде отвратительно. Все везде надо. На даче, наверное, надо. Ну, в общем, пойду переваривать информацию. День сегодня какой-то был такой насыщенный. Начали с врача, оптик, закончили тут. Надо бы еще в магазин заехать. Пить охоту. Все, я с вами прощаюсь. Какой стульчик. Прощаюсь с вами. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всего вам светлого, доброго и хорошего. Приходите сюда, значит, заходите в это здание и посерединке в дверь вот сюда вот заходите. И на 3-й этаж. Автобус сюда ходит, машина ездит. А что здесь такой за ресторанчик рядом, а? Все, до следующего видео. Пока-пока. Что это здесь за бакинский дворик такой, а? Еще раз окрестности. И здание. Вот это вот дверь. 3-й этаж.